Недавно научный мир потрясла новая сенсация. Она касается снимков космического аппарата «Галилео», сделанных во время пролета возле Венеры. После очередного анализа этих изображений ученые сделали вывод об обитаемости Земли. Стоп. Нам и так это известно. Вывод, конечно, звучит абсурдно, но только без учета цели исследования. На примере нашей планеты нужно было узнать, как выглядит обитаемый мир для наблюдателя извне. Задачу удалось выполнить. Теперь характеристики Земли из космоса будут служить неким маяком при поиске обитаемых экзопланет. Ученые ищут следы жизни в чужих мирах всеми способами, порой самыми необычными. Зачем им для этого нужен аналог Юпитера Солнечной системы? За какие заслуги жуткую звезду смерти теоретически причислили к обитаемым? Отправляемся в космическое путешествие, посвященное поиску живых существ во Вселенной. И все об этом узнаем. Начнем по традиции с Земли. Каким образом ученые по космическим снимкам определили, что наша планета заселена различными видами организмов? Чтобы найти ответ на вопрос, давайте последуем по пути космического аппарата «Галилео» к Венере и посмотрим, как оттуда выглядит Земля. Обе планеты, в зависимости от положения, разделяет 38 261 миллион километров. На таком расстоянии, конечно, не различишь признаки цивилизации – города, дороги, мосты, но вот свет небесного тела может дать много подсказок. Астрофизики проанализировали его общую яркость и спектры, чтобы получить информацию о Земле. Часть спектральных данных на фото оказалась очень размытой, что затрудняло идентификацию признаков жизни. Однако удалось обнаружить линию поглощения кислорода, то есть найти признаки данного газа в атмосфере Земли. Это не является окончательным доказательством обитаемости планеты, но, несомненно, шаг вперед. Еще более важную информацию дал анализ изменения альбедо или отражательной яркости планеты, которая меняется по мере вращения Земли. Так удалось получить очень приблизительное представление о континентах и океанах. Из-за этого можно сделать вывод, что Земля представляет собой смесь суши и огромных водоемов. То есть наш мир показал себя достаточно пригодным для жизни, если смотреть из космоса. Его показатели можно считать базовыми для выявления потенциально обитаемых экзопланет. Поскольку мы знаем географию и разнообразие форм жизни на Земле, изображение с Галилео предлагается использовать в качестве испытательного стенда, а потом сравнивать фотографии нашей планеты с изображениями других. Может, кто-то, кроме нас, тоже сейчас издалека наблюдает за Землей и по какому-то своему стенду пытается определить, есть ли на ней жизнь. Астрономы этого не исключают. Они подсчитали, что в нашем галактическом окружении должны быть сотни планет земного типа, которые вращаются вокруг 1715 звезд, откуда виден наш мир. Однако, если это и происходит, никто из братьев по разуму не подает о себе знать. Низшие формы жизни, конечно, дать подсказку о своем существовании не могут, так что нам приходится самостоятельно искать инопланетян. При современном развитии науки невозможно увидеть очертания континентов и океанов в далеких мирах. Однако кислород, который определили по снимках Галилео, является одним из важнейших биомаркеров или биосигнатур, указывающих на обитаемость планеты. В их число входят химические вещества, которые связаны с биологическими процессами. Мы знаем, что газ кислород необходим обитателям Земли. Он вырабатывается фотосинтезирующими организмами, растениями, деревьями, цианобактериями и другими. Кроме кислорода, углекислый газ, метан, аммиак тоже считаются хорошими указателями при подобных поисках. Так углекислый газ участвует в фотосинтезе, а метан на Земле вырабатывается биологическим путем. Например, его в большом объеме выделяют коровы и термиты. Однако он может быть получен и в результате неорганических процессов, таких как извержение вулканов. Выходит, одного биомаркера мало, чтобы сделать вывод о возможной обитаемости планеты. Таких признаков должно быть несколько.
Например, ученые предлагают обратить внимание на так называемый скачок растительности, который иначе называют красным барьером фотосинтеза. Суть его в том, что трава и деревья на Земле отражают инфракрасное излучение, поэтому при спектральном анализе дает резкое увеличение светимости. Подобный всплеск стоит поискать на экзопланетах. Кроме того, считается, что жизнь развивается на тектонически активных планетах, где действуют вулканы. Это означает, что стоит присмотреться к химическим побочным продуктам, связанным с вулканизмом: сероводороду, диоксиду серы, оксиду углерода, газообразному водороду и другим. Исследователи Массачусетского технологического института добавили сюда еще один из возможных маркеров – изопрен. Как и близкий к нему метан, изопрен – это органическая углеводородная молекула. На Земле она выделяется всеми видами жизни – растениями, бактериями и животными. Хотя изопрена на Земле примерно столько же, сколько метана, он имеет одну особенность. Вещество разрушается при взаимодействии с кислородом. По этой причине команда исследователей из Массачусетса решила сосредоточиться на бескислородных атмосферах планет. Согласно их выводам, в атмосфере небесных тел, где жизнь только начинает зарождаться, должно находиться много изопрена. Подобный период Земля предположительно прошла между 4 и 2,5 миллиардами лет назад. Тогда единственной формой жизни были одноклеточные организмы и цианобактерии, которые медленно обогащали атмосферу кислородом. 2,5 миллиарда лет назад это привело к великому окислению, то есть заполнению кислородом атмосферы нашей планеты. Это оказалось токсичным для многих древних организмов и частично разрушило ряд веществ, в число которых вошел изопрен. Его следы, вероятно, можно использовать при поиске планет, проходивших эпоху эволюционного сдвига, основы для появления будущих типов животных. Однако выявление этого биомаркера – сложная задача даже для самого крупного телескопа Джеймс Уэбб. Проблема в том, что многие молекулы углеводородов имеют схожие спектральные характеристики в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн. Уэбб не сумеет достаточно эффективно распознать среди них изопрен, но будущим обсерваториям, вероятно, удастся лучше справиться с задачей. Так, космический телескоп Нэнси Грейс Роман будет фокусироваться на длине волны в среднем и К-диапазоне. Обсерватория, вероятно, сумеет выявить изопрен и определить новые биосигнатуры, которые расширят параметры поиска обитаемых миров. Ну а мы рассмотрим еще один маркер, который можно назвать основным. Это жидкая вода, без которой в нашем понятии ни один организм ни в какой форме существовать не может. Вода бесспорно является универсальным растворителем и средой для биохимических процессов внутри клеток и извне. 4 основных фактора делают ее незаменимой для существования жизни. Прежде всего, вода растворяет большинство молекул, хотя не все, а также играет важную роль в метаболизме живых существ. Кроме того, в воде не разлагается множество сложных органических веществ, и она сама не разрушается в течение миллиардов лет под воздействием внешних факторов. В общем, вода уникальна тем, что соответствует всем этим параметрам. Однако ученые решили поискать ей альтернативу и начали с аммиака. В земных условиях он представляет собой газ, но при более низких температурах превращается в жидкость. Это вещество соответствует первым 3 из упомянутых условий, хотя растворяется под действием ультрафиолета. Конечно, есть холодные места, где аммиак защищен от смертельного излучения, но там он не может быть в жидком состоянии. Так что вряд ли аммиак является где-то основным биологическим растворителем. Другой вариант – концентрированная серная кислота. Она соответствует 3 условиям. Однако до сих пор неизвестно, есть ли в ней достаточно сложные органические молекулы и можно ли из них построить клетки. Сейчас этот вопрос тщательно изучается, ведь от него зависит возможность жизни на Венере. Наконец, ученые обратили внимание на углекислый газ, или СО2. Как и аммиак, при умеренных температурах он существует как жидкость. О его свойствах в этом состоянии известно немного. Считается, что он достаточно слабый растворитель, но при этом даже лучше,
чем вода встраивается в биологические процессы. Международная группа исследователей пришла к выводу, что низкое содержание СО2 в атмосфере планеты по сравнению с соседними является сигналом о наличии жидкой воды. Это означает, что углекислый газ из атмосферы растворяется в океане или его улавливают и перерабатывают какие-то существа. В нашем мире на долю различных форм жизни приходится 20% от общего количества поглощенного углекислого газа. Остальное в основном захватывают океаны. На другой планете это соотношение может быть иным. К тому же одним из красноречивых признаков потребления углерода живыми существами является выделение кислорода. А кислород способен превращаться в озон. Таким образом, наблюдение за углекислым газом и озоном одновременно будет сигналом о пригодности для жизни какой-то планеты. Их следы можно обнаружить с помощью современной техники, и ученые активно занимаются поиском таких биосигнатур. Для этого астрономы прежде всего изучают состав атмосферы экзопланет с помощью транзитного метода. Когда планета проходит перед своей звездой, то немного приглушает ее свет. Подобное затмение соответствует относительному размеру планеты. Если ее окружает атмосфера, то часть света звезды будет фильтроваться через этот покров перед тем, как попадет в телескоп. Ученые утверждают, что для определения состава атмосферы им иногда хватает лишь одного подобного атома. Все они имеют и свой уникальный спектральный отпечаток, как сеточка на пальцах человека. Исследователи также считают, что потенциально пригодные для жизни планеты можно обнаружить с помощью блеска океанов. Огромные водоемы сильно увеличивают яркость отраженного света планеты в видимом и инфракрасном спектре. Впрочем, подобный блеск может также давать густая облачность и большие поверхности льда. По мнению физиков из Университета Флориды, новые технологии машинного обучения или искусственный интеллект дадут возможность лучше в этом разобраться. Исследователи надеются, что машинное обучение позволит обнаружить неизвестные биосигнатуры в спектральном анализе далеких планет. Обсерватории, которые вскоре вступят в строй, оснастят самыми продвинутыми технологиями, и они наверняка откроют новые горизонты в поисках. Тогда ученые сумеют распознать отклонения от нормы в спектрах объектов и таким образом обнаруживать необычные химические признаки. Но что эти аномалии дадут в наших поисках? По словам физиков из Флориды, до сих пор точно не ясно, насколько разнообразной может быть жизнь во Вселенной. А потому не стоит зацикливаться на воде, метане, кислороде и других веществах, без которых на Земле существовать организмы не могут. Выявление признаков жизни во Вселенной похоже на поиск иголки в стоге сена. Но если даже не знаешь, как выглядит эта иголка, то все становится еще сложнее. Внеземная жизнь может быть очень экзотической, возникать из самых разных химических веществ и существовать в невероятных условиях на других планетах. Авторы исследования обращают внимание на то, что часто теоретические модели не совпадают с данными наблюдений, а значит, новые методы поиска внеземной жизни могут привести к очень интересным открытиям. Пока, конечно, до выявления экзотических форм жизни еще далеко. На сегодняшний день, как и следовало ожидать, лучше всего продвигаются поиски обитаемых небесных тел ближе к Земле, в Солнечной системе. После того, как на Луне не нашли даже микробов, в приоритете у астробиологов оказался Марс. Это 4-я планета от Солнца, и наша соседка имеет знакомые черты, в частности вулканы и полярные ледяные шапки. Первые наблюдатели считали, что Марс пересекает большая система каналов, которые доставляют талую воду из полярных шапок в экваториальные регионы. Но это оказалось оптическими иллюзиями. На самом деле марсианские полюса преимущественно покрывают углекислый газ в виде сухого льда. Тем не менее, дискуссия о возможности жизни на Марсе продолжается до сих пор. Исследуя Землю, ученые находят жизнь в экстремальных условиях, где, например, нет кислорода, отсутствует свет, очень низкие или высокие температуры. Таких существ называют экстремофилами. И есть надежда, что подобные организмы прячутся где-то на Марсе.
несмотря на его холод, слабую атмосферу, сильное излучение. В том мире, в отличие от других планет Солнечной системы, уже побывали многочисленные миссии. Недавно на поверхности Марса они обнаружили перхлоратные соли. Это вещество, состоящее из кислорода и хлора, считается вредным для жизни на Земле. Однако оно может образовывать рассолы, соединяясь с водой в атмосфере. А ключевой стратегией НАСА в поисках жизни является простое правило – следовать за водой. Исследователи из колледжа биологических наук Великобритании выяснили взаимодействие с перхлоратом двух типов РНК и ферментов, ключевых для жизни на Земле. Они обнаружили, что РНК хорошо себя чувствует в перхлоратном рассоле, тогда как ферменты во многом более уязвимы. Однако белки, которые эволюционировали для выживания в экстремальных условиях на Земле, оказались отлично адаптированными к марсианскому соляному раствору. Это открывает новые перспективы для поиска жизни на Красной планете. Наша соседка с другой стороны, ближе к Солнцу, тоже дает надежды астрономам. Все уже, конечно, поняли, что это Венера. Но что может быть общего между живыми существами и небесным телом, на котором моментально плавятся любые металлы? С Венерой, как уверяют некоторые ученые, все не так плохо. Они предполагают, что раскаленная планета ухитряется поддерживать простые формы жизни в своих густых облаках. Недавно астрономы из Имперского колледжа Лондона нашли в этом плотном покрывале следы фосфина и аммиака. Мы знаем, что аммиак является одним из биомаркеров. Газообразный фосфин на Земле тоже вырабатывают микробы, которые живут в среде с низким уровнем кислорода. Но тут встает другой вопрос. Чем лучше облака из серной кислоты горячего ада на поверхности Венеры? Вероятный ответ подсказывают результаты последних исследований планетологов Массачусетского технологического института. Они показали, что аминокислоты хорошо сохраняются в серной кислоте. В связи с этим ученые надеются найти жизнь в венерианских облаках. Исследователи рассчитывают, что одна из будущих экспедиций позволит точнее с этим разобраться. В 2025 году частная миссия с красноречивым названием «Поиск жизни на Венере» должна отправиться на охоту за органическими молекулами в облаках планеты. Миссия будет первой из целого ряда, которые планируют запустить в рамках программы «Утренняя звезда». Впрочем, пока большинство ученых все же сомневаются в возможности развития жизни в серной кислоте. Она, как мы уже разобрали, растворяет большое количество органических молекул не до конца. Но что, если серной кислоты очень много? Исследования показали, что основы ДНК тогда остаются неповрежденными. Это добавляет очков в теорию обитаемости облаков Венеры. Существа там, например, могут состоять из тех же элементов, что и земные, но иметь свою собственную биохимию. Тем временем самые смелые исследователи уже несколько десятилетий размышляют о пригодности для жизни атмосфер наших газовых гигантов. Впрочем, пока этому не найдено убедительных доказательств. Но недавно в связи с газовыми гигантами возникла еще более ошеломительная гипотеза. Чтобы о ней узнать, нам нужно совершить путешествие к Сатурну и Юпитеру. Только мы обратим внимание не на сами планеты, а на их великолепные кольца из огромного количества камней, замерзших жидкостей и газов. И, может, нам удастся заметить там какие-то следы живых существ. Эта идея не столь безумна, как может показаться с первого взгляда. Ученые говорят, что для возникновения жизни достаточно выполнения только 3 основных условий. Первое – наличие источника энергии. Второе – присутствие органического материала. Третье – жидкая вода. Вблизи планет-гигантов выполняются 2 из 3 условий. Там есть органика. Перед завершением своей миссии космический аппарат Кассини провел прямые измерения микроскопических частиц, оседающих в атмосферу Сатурна в районе экватора. Оказалось, что они состоят из водяного льда с примесью углеродосодержащих органических молекул и метана. Скорее всего, эти частицы выпадают из внутренней части колец Сатурна.
Солнечного света в кольцах меньше, чем на Земле, но все еще достаточно для зарождения и развития внеземной жизни. А вот с жидкой водой в этой области проблема. Ее немало, однако только в виде льда. До Юпитера и Сатурна доходит слишком мало тепла от звезды, чтобы этот лед растопить. Теоретически, ближайшие спутники газовых гигантов временами способны разогревать часть льда до жидкого состояния. Но в реальности этого пока не обнаружено. И сейчас идея в основном интересна тем, что подобная ситуация возможна где-то на экзопланетах, хотя найти подходящую тоже будет нелегко. Если какая-то экзопланета получает от звезды энергию, как и Земля, кольца будут состоять исключительно из сухих скальных пород. При отсутствии атмосферы лед сразу же перейдет не в жидкое, а в газообразное состояние и улетучится в космос. Но моделирование показывает, что возможно существование газовых гигантов с кольцами, где будут подходящие условия для жизни. Ученые не теряют надежду однажды их открыть. А мы еще раз осмотрим окружение Юпитера и Сатурна. Каждый сопровождает множество лун. В последнее время астрофизики говорят о некоторых из них как о более перспективных претендентах на поддержание жизни, чем планеты. Наиболее вероятным домом для внеземной жизни считается одна из ледяных лун Юпитера – Европа. Подлетев к ней, мы увидим невероятно красивый мир. Поверхность Луны изрезана трещинами и напоминает полосатую шкуру тигра. Еще более потрясающее зрелище ждет нас в недрах Европы – бескрайний океан. Если вы взяли в путешествие гидрокостюм, то сможете вдоволь наплаваться в его водах. Найти доступ к океану будет просто. Время от времени через трещины в коре из этого подземного водоема выбрасывает в космос клубы водяного пара. Но самые удивительные достопримечательности спутника еще впереди. Под водой мы, вероятно, попадем в настоящую сказку, причудливый мир, в котором все кажется перевернутым. Исследователи из Института геофизики Техасского университета считают, что снег там выпадает снизу вверх. И это не шутка. Ученые изучили образование экзотических типов льда на Земле. Их внимание привлекли два экзотических типа замерзшей воды, которые существуют под шельфовыми ледниками. Первая разновидность как бы прилипает снизу к поверхности шельфа, образуя на нем своеобразные горы, как будто они выросли вверх ногами. Второй тип льда образуется непосредственно в толще воды. По своей структуре он напоминает снег и состоит из воды, в которой практически нет соли. Поскольку пресная вода намного легче соленой, сила Архимеда выталкивает ее частицы. Так возникает фантастическое явление, когда под водой как будто снизу вверх идет снег. Ученые уже знают, что давление под ледяной коркой Европы примерно такое же, как под шельфовыми ледниками на Земле. Но насколько соленым является океан спутника, остается неизвестным. Однако недавние исследования показывают, что экзотический снежный лед Луны, если он есть, снабжает глубины океана кислородом. Это значительно повышает вероятность существования жизни в океане Европы. Ледяной спутник Сатурна Энцелад тоже прекрасное место для путешествий. Из многочисленных трещин на его поверхности бьют огромные теплые гейзеры. Их струи указывают на то, что под поверхностью Энцелада, как и Европы, может находиться океан. Вполне возможно, он обитаем. Гипотезу подтверждают исследования космического аппарата Кассини, который работал в системе Сатурна. Он много раз погружался в струи гейзеров и с помощью размещенного на борту спектрографа смог определить их химический состав. Ученые постоянно анализируют данные спектрографа и находят в них следы все новых химических веществ. Сначала им попался хлорид натрия или просто поваренная соль. Затем астрофизики из Университета Вашингтона обнаружили там фосфор и другие молекулы, необходимые для органической жизни. Сейчас известно, что на Луне есть все химические элементы для формирования живых клеток. Энцелад содержит под поверхностью множество горячих вулканических источников.
Даже в глубинах спутника, куда никогда не попадают солнечные лучи, они выделяют достаточно энергии для поддержания жизни. На Земле есть примеры обитания в этой среде некоторых микроорганизмов. Чтобы найти подобных экстремалов на Энцеладе, НАСА в скором времени планирует специальную миссию на спутник. Еще американское космическое агентство отправит аппарат «Стрекоза» на Титан, тоже луну Сатурна. Это экзотический мир, в котором есть озера и облака из жидких этана, метана и азота. Как раз азот придает Луне при виде из космоса оранжевый оттенок. Правда, этот коктейль из 3 веществ не выглядит пригодным для жизни, да и температура на поверхности спутника держится в районе минус 180 градусов Цельсия. Однако Титан, по словам ученых, сопоставим с Землей на ранних стадиях развития. Так что нам стоит во время путешествия основательно заняться дайвингом и в этом месте. Да, если у кого-то есть микроскоп, обязательно его прихватите. Вдруг в водах далекой Луны удастся рассмотреть кого-то похожего на амебу или инфузорию-туфельку. Ученые считают, что в подземных водоемах Титана могут существовать простейшие формы жизни. У Сатурна есть еще Мимос, относительно небольшой спутник, который редко на слуху. До недавнего времени эта ледяная луна была в основном известна благодаря удивительному 139-километровому ударному кратеру Гершель. Отметина придает Мимосу визуальное сходство со звездой смерти из знаменитого сериала «Звездные войны». Теперь, похоже, у спутника появился еще один повод претендовать на известность. Ученые заподозрили, что под поверхностью Мимоса скрывается океан. Но почему сделан подобный вывод? Когда мы во время космического путешествия доберемся до Мимоса, то не увидим никаких признаков воды, ни трещин, ни разломов, откуда просачивается жидкость, ни гейзеров. Однако миссии Кассини удалось заглянуть в недра маленькой Луны. Вернее, космический аппарат обнаружил характерную дрожь, которую вызывает подземный океан. Сила вибрации говорит, что водоем расположен на глубине 30 километров в недрах Луны. Международная команда ученых заинтересовалась этим моментом и провела дополнительное исследование, сделав акцент на орбите Мимоса. Точнее говоря, ученые изучили небольшие изменения при вращении Луны из-за наличия внутри нее океана. Результаты оказались ошеломительными. Они показали, что под поверхностью звезда смерти скрывает просто бескрайний водоем. Причем очень молодой, океану не более 5-15 миллионов лет. Моделирование показало, что граница между океаном и льдом достигла глубины менее 30 километров. Совсем недавно, примерно 2-3 миллиона лет назад. Это слишком короткий промежуток времени для появления признаков активности на поверхности, и потому до сих пор об океане ничего не было известно. Теперь, благодаря открытию водоема, Мимос может стать одной из приоритетных целей при поиске живых существ вне Земли. В далеком космосе спутники у экзопланет пока не обнаружены. Луны слишком тусклые и маленькие, чтобы увидеть их на расстояниях в миллиарды километров даже с помощью самых продвинутых телескопов. Более крупные объекты – другое дело. Мы знаем, что астрофизики давно ищут признаки жизни в основном на экзопланетах. Простор для выбора подходящих небесных тел очень широк. Сейчас известно более 5500 экзопланет. Из них более перспективны те, которые вращаются вокруг подходящих звезд. Какие светила с большей вероятностью могут иметь в своих системах обитаемые планеты? Их стоит искать прежде всего в благоприятных для развития жизни регионах галактик. Возьмем для примера наш Млечный Путь. Где должна быть прописана нужная звезда? Прямо в центре? Да, это элитное место. Густонаселенное, шумное и веселое. Столкновения звезд, взрывы сверхновых и гамма-всплески нередко устраивают в небе красочное шоу. Такой регион вполне подходит для тусовок молодых светил. А вот для безопасной и стабильной жизни теснота и хаос вряд ли годятся. Другое дело какой-нибудь уютный уголок подальше от шумного и беспокойного центра.
такой, как облюбовало наше Солнце, в спиральном рукаве Млечного Пути. Подобная прописка звезды спасает Землю от масштабных энергетических катастроф, смертельно опасных даже на больших расстояниях. Есть гипотеза, что около 450 миллионов лет назад возле нашей галактики или внутри нее произошел мощный гамма-всплеск. Несмотря на огромное расстояние, на Земле наступил ледниковый период, завершившийся масштабным ордовикским вымиранием. В целом же Солнечная система попадает в обитаемую область галактики или зону Златовласки. В Млечном Пути астрофизики определяют ее как кольцо галактического диска на расстоянии в 7-9 парсек от центра. 1 парсек для справки составляет чуть больше 3 световых лет. Примерно так же, вероятно, обстоят дела в других галактиках. В каждой из них находится более 400 миллиардов звезд, но не все они в нашем понятии подходят для поддержания жизни. Голубые звезды, подобные Веге всего в 25 световых годах от Земли, очень большие, красивые и яркие. Однако они чрезвычайно горячие и быстро сгорают. Продолжительность жизни голубых гигантов редко превышает 10 миллионов лет. Этого мало, чтобы на их планетах сформировалась жизнь. Намного перспективнее звезды G-типа, такие как Солнце, желтый карлик. Они горячие, но менее, чем голубые звезды. Это позволяет светилам более экономно расходовать топливо и жить десятки миллиардов лет. К этому типу относятся также достаточно распространенные во Вселенной оранжевые карлики. Подобные звезды очень стабильны и, по мнению астрофизиков, могут создавать самые многообещающие условия для развития жизни. Оранжевые карлики имеют массу от 0,6 до 0,9 солнечной и температуру поверхности от 3600 до 5000 градусов Цельсия. Примером может служить известные Альфа Центавра Б и Эпсилон Инди. Однако потенциально обитаемых планет в их системах пока не обнаружено. Но есть еще красные карлики, самые распространенные звезды во Вселенной. Они имеют небольшую температуру, дают очень мало света, иногда в 10 тысяч раз меньше Солнца. Из-за низкой скорости сгорания водорода красные карлики – настоящие долгожители и могут светить в небе сотни миллиардов или даже триллион лет. Если на их планете возникнет простейшая жизнь, у нее будет намного больше времени для эволюции, чем в системах недолговечных звезд. Однако красные карлики тоже очень разные. Среди них много агрессивных и непредсказуемых светил, которые время от времени посылают в космос мощные потоки плазмы. Когда после сильной вспышки излучение достигает планеты, то полностью ее стерилизует. Один из таких красных карликов – наша ближайшая соседка Проксима Центавра. Космические путешественники, прилетев на ее планету Проксима Б в 4 годах от Земли, очень удивятся. Небесное тело похоже на Землю как близнец по массе, диаметру, плотности. Беда в том, что Проксима Центавра очень вспыльчивый красный карлик и порой безумно вспыхивает в небе. В связи с этим в научном мире преобладало мнение, что жизнь на планете развиваться не может. Недавно группа ученых из Германии и Португалии попыталась выяснить все точнее. Исследователи провели моделирование с теоретической планетой, которая имеет характеристики Марса, то есть она каменистая, у нее отсутствует мощное магнитное поле и полноценная атмосфера. В качестве звезд для тестирования были взяты 2 самых известных красных карлика – Проксима Центавра и Тропист-1. А подопытным организмом выступил микроб Aspergillus niger. Он является обычным обитателем земных почв и известен своей способностью создавать черную плесень на фруктах и овощах. Именно черный цвет микроорганизма заинтересовал ученых. Он вызван тем, что бактерия окружена плотной оболочкой из меланина, а этот белок способен рассеивать до 99,9% излучения. В человеческом организме меланин вырабатывается, когда вы загораете. Ученые решили проверить, сможет ли он уберечь споры Aspergillus niger от безумного загара. Исследование проводилось в камере,
где бактерии подвергали воздействию радиации, имитирующей вспышки на красных карликах. Оказалось, что Aspergillus niger под прямым излучением не выживет. А вот если под микроорганизмом будет хотя бы несколько сантиметров почвы, останется цел и невредим. Таких устойчивых к радиации наносуществ на Земле очень много. У них есть шансы выжить на планете в системе красного карлика. Плотно упакованные группы звезд, как оказалось, тоже подходят для обитаемых экзопланет. Эти структуры называют шаровыми скоплениями. Они очень старые и набиты звездами, как банки-шпротами. В скоплениях, которые занимают в пространстве территории в среднем в 100 световых лет, ухитряются разместиться миллионы звезд. Сравните это с нашим участком космоса. Ближайший звездный сосед Солнца, Проксима Центавра, находится на расстоянии около 4 световых лет, или 39 триллионов километров. В шаровом скоплении соседние звезды могут тесниться в сотни раз ближе друг к другу. В такой давке Солнца нередко сталкиваются между собой, взрываются сверхновыми, меняют свои орбиты, чтобы вытолкнуть соседей в космос и занять больше места. Все это смертельно опасно для самих звезд и их планет. Так ученые только что обнаружили звезду J1249+36 на расстоянии 407 световых лет от Земли. На снимках она выглядит как очень тусклый красноватый объект. Ее масса составляет около 8% солнечной. Температура поверхности минус 1490 градусов Цельсия. На данный момент астрономы классифицировали J1249+36 как субкарлика с очень низкой массой и температурой. Подобные светила считаются одними из самых старых в Млечном Пути. Однако этот субкарлик оказался не по годам резвым. Он мчится прочь из галактики на скорости 600 км в секунду. Для сравнения, Солнце движется вокруг центра Млечного Пути, достигая всего лишь 220 км в секунду. Но что за таинственный космический ускоритель так разогнал звезду? В связи с ее возрастом у астрономов возникло предположение, что J1249+36 изначально была членом шарового скопления. Считается, что в центрах этих звездных компаний скрываются черные дыры с различным диапазоном масс. Они способны образовывать двойные системы. Если звезда в поисках свободного места близко подошла к такой паре, то сложная динамика взаимодействия трех тел могла выбросить ее прочь. Гиперскоростной марш-бросок звезды, как и многие другие события, подкрепляют мнение ученых о слишком суровых для жизни условиях в шаровых скоплениях. Хотя не все в научном мире с этим согласны. Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в своем новом исследовании попытались доказать обратное. Они считают, что в данном случае больший возраст звезд является преимуществом. Яркие светила, такие как Солнце, рождались, жили и умирали в шаровых скоплениях, оставляя после себя слабые, но невероятно долго живущие карликовые звезды. Планеты, расположенные ближе к этим более тусклым Солнцам, теоретически способны поддерживать жидкую воду на своей поверхности, а значит, быть обитаемыми. Кроме того, тесное соседство с родительским красным карликом может защитить их от взаимодействия с пролетающими мимо звездами и от других катаклизмов. Не менее важно, какие у экзопланет должны быть ближайшие соседи. Чтобы это выяснить, группа французских астрофизиков создала первый в истории каталог небольших планет земного типа. У некоторых из этих небесных тел в соседях числятся гиганты, подобные Юпитеру. И это в наших поисках жизни очень важно. В Солнечной системе Юпитер считается ключевым партнером Земли в поддержании жизни на нашей планете. Гравитационное влияние газового гиганта в ранней Солнечной системе, как полагают ученые, помогло выбросить каменистые и ледяные обломки к молодой звезде. Этот материал послужил строительными блоками для Земли. Более того, некоторые из этих обломков могли принести в наш мир воду и основные составляющие сложных молекул. Сейчас Юпитер и другие газовые гиганты оберегают Землю от ударов астероидов, которые стремятся к Солнцу из внешней части системы.
Если бы не газовый гигант, жизнь на нашей планете вполне возможно из-за мощной бомбардировки небесными камнями никогда бы не появилась. Или на какой-то стадии развития ее уничтожил бы астероид, размером больше того, что упал на Землю 66 миллионов лет назад и прервал успешную эволюцию динозавров. В связи с этим важно знать, какие из каменистых экзопланет имеют рядом родственников типа Юпитера. Вот что удалось выяснить французским астрофизикам. 63 звезды, похожие на Солнце в нашем близком космическом окружении, в совокупности являются хозяевами 157 небольших планет. Размеры данных небесных тел варьируются от аналогов Марса, который немного меньше Земли, до Нептуна, 4 раза больше нашей планеты. Считается, что некоторые из этих миров имеют твердую каменистую поверхность и могли бы поддерживать знакомую нам жизнь. Исследователи обнаружили в системах некоторых из этих планет 13 гигантов, похожих на Юпитер, и 8 размеров больше Нептуна. Такие соседи порядком увеличивают шансы каменистых планет оказаться обитаемыми. Мы с вами уже не раз бывали на подобных экзопланетах и даже посвящали им отдельное космическое путешествие. Вместе мы посетили землеподобный мир из системы Проксима Центавра. Летали к каменистым небесным телам звезды Тропист-1, где сразу несколько миров имеют неплохие шансы оказаться обитаемыми. Но все они из систем очень неспокойных красных карликов, которые часто вспыхивают, стерилизуя излучением свои планеты. Спасти положение могут только полноценные атмосферы. Астрономы ищут их у планет в системах Проксима Центавра и Тропист-1, а также открывают у других солнц новые потенциально обитаемые миры. Так, в атмосфере экзопланеты К2-18b на расстоянии 120 световых лет обнаружены намеки на перспективный биомаркер. Это газ, который в земных условиях вырабатывают некоторые морские организмы. К2-18b к тому же находится в зоне Златовласки, то есть она удалена от своей звезды ровно настолько, чтобы вода находилась там в жидком состоянии. А это, как мы знаем, одно из главных условий для поддержания жизни. Ученые рассчитывают примерно через год подтвердить либо опровергнуть эту гипотезу. Если жизнь на К2-18b не обнаружат, в списке имеется еще десяток планет из зоны Златовласки, и их число постоянно растет. В число кандидатов на обитаемость только что попала Gliese-12b из созвездия Рыб, которое находится на расстоянии всего 40 световых лет от Солнца. По размерам ее можно назвать почти клоном Земли и Венеры, однако массой она почти в 4 раза больше. Экзопланета находится близко к своей звезде, красному карлику, и совершает оборот вокруг него каждые 12,8 дня. От звезды ее отделяет лишь 7% расстояния между Землей и Солнцем. Она получает в 1,6 раза больше энергии от родительского светила, чем Земля от своего, и примерно 85% от того, что доходит до Венер. Несмотря на близкое соседство со звездой, экзопланета попадает во внутренний край обитаемой зоны своего прохладного красного карлика. Астрофизики считают, что на Gliese-12 относительно умеренный климат, со средней температурой 42 градуса, так что вода на ней может сохраняться в жидком виде. LHS-1140b тоже, вероятно, относится к подобным объектам. Экзопланета расположена в созвездии Кита в 50 световых годах от Земли. Она вращается в обитаемой зоне небольшого красного карлика, размером и массой около 20% солнечной. Сама экзопланета имеет массу в 7 раз и диаметр в 1,4 раза больше нашей, потому относится к классу суперземель. Канадские ученые из университетов Монреаля и Торонто пришли к выводу, что она может содержать большое количество жидкой воды, то есть этот мир имеет неплохой шанс для поддержания жизни. LHS-1140b движется по орбите вблизи внешнего края зоны обитаемости. Температура небесного тела пока считается довольно низкой,
примерно минус 43 градуса Цельсия, как в полярных регионах Земли. Если же LHS 1140b имеет атмосферу, подобную земной, то это будет снежная планета с океаном примерно в половину Атлантического и температурой на 7 градусов выше. Но поскольку LHS 1140b более массивна, чем Земля, парниковый эффект может оказаться сильнее. Что ж, тем лучше. В данном случае во время путешествия мы попадем в очень комфортный мир с температурой около 23 градусов Цельсия и водой в океане, прогретой до 20 градусов. В подтверждение этому наблюдения телескопа Хаббл показали возможное наличие в атмосфере планеты водяного пара. При таком сценарии нас встретят странные, по-настоящему космические пейзажи. Как вам прогулки по черной траве под тусклым светом красной звезды? Это, по мнению ученых, не исключено. Почему они представляют экзопланету в подобных тонах? Основную часть энергии красные карлики излучают в красном и инфракрасном спектре. Из этого можно сделать вывод, что на поверхности планеты царит полутьма, и негативное воздействие ультрафиолетового излучения звезды на возможную жизнь сведено к минимуму. Правда, при столь низком уровне освещения хлорофилл вряд ли сможет эффективно запустить фотосинтез. Тогда растительность на планете должна быть черной, чтобы обрести максимальное поглощение света. Но есть и пессимистические прогнозы. Они заключаются в том, что Земля уникальна, и нигде во Вселенной больше нет никаких живых существ, даже микробов, не говоря уже о зеленых человечках или умных ящерах, по крайней мере, в нашей Вселенной. А вот в других теория мультивселенной открывает безграничный простор для поисков. Хотите заглянуть в один из соседних миров? Конечно, это было бы самым невероятным из наших путешествий, но удастся ли его совершить? Мультивселенная возможна в рамках двух совершенно отдельных областей физики. Одна из них — квантовая физика, где доминирует случайность. Мы никогда не сумеем точно предсказать, что будут делать субатомные частицы в любой момент. Можно только строить догадки о том, на что они способны. Есть множество интерпретаций квантовой механики, которые предполагают существование мультивселенной. При одном из сценариев всякий раз, когда происходит случайное квантовое событие, Вселенная как бы разделяется на несколько ветвей. Каждая из них несет один из вариантов происшествия. Другое дело, где мультивселенная появляется в физике, теории самой ранней эпохи нашего мироздания. По разным причинам космологи считают, что в первую секунду после Большого взрыва в космосе началась чрезвычайно быстрая инфляция. Возможно, процесс продолжается до сих пор и никогда не закончится. То, что мы называем Вселенной, всего лишь небольшая часть гораздо большего пространства, которое быстро расширялось задолго до нашего. Другие мироздания постоянно появляются в этой мультивселенной, как мыльные пузыри в расширяющейся пене. Такой сценарий открывает бесконечные возможности для поиска жизни, какую бы форму она ни приняла. Даже если мы единственные живые существа в нашем космосе, стоит искать дальше, в бесчисленном количестве миров, причем в рамках обеих версий мультивселенной. Например, может быть ветвь квантовых возможностей, которая ведет пространство, которое кишит странными инопланетными формами жизни. Или где-то в инфляционной мультивселенной есть пузырь, содержащий множество невероятных цивилизаций. Познакомиться с ними было бы самым потрясающим событием в истории человечества. Но наше путешествие в другую вселенную придется отменить. По крайней мере, пока. На современном этапе развития науки ученые считают, что мы не можем перейти в другую вселенную и как следует там осмотреться. В обозримом будущем нам остается ограничить поиски мирозданием, в котором мы живем. Но не волнуйтесь, с диаметром наблюдаемой Вселенной более чем в 90 миллиардов световых лет у нас достаточно мест для исследования. Продвинутые технологии помогут астрономам как следует прочесывать все новые области космоса в поисках жизни. Например, НАСА планирует в 2030-е годы создать телескоп нового поколения под названием «Обсерватория обитаемых миров». Она будет оснащена солнечным козырьком, который снизит блеск от звезд.
Такое устройство позволит лучше рассмотреть планеты, напоминающие Землю. Пока неизвестно, приведет ли это к открытию обитаемых планет при нашей жизни, но ученые уверены в одном: в ближайшие десятилетия они получат полный список биосигнатур и отыщут их на далеких экзопланетах или лунах. Это наверняка будут удивительные миры. В следующих космических путешествиях нам будет что там посмотреть.